Друзья, добрый день! Предлагаю сегодня приготовить холодник. Холодник – это холодный суп на основе свеклы. Холодник у меня ассоциируется с Беларусью, но, конечно, этот суп распространен во многих странах – и в России, и в Украине, и в Польше, и в Литве. Также существуют различные варианты его приготовления. Заправляют холодник и свекольным квасом, и освекольным отваром, и сывороткой, и сметаной, и кефиром. Сегодня я покажу вариант на сметане и минеральной воде. Для начала отвариваю свеклу и яйца. Свеклу лучше отварить накануне. Яйца нужно натереть на мелкой терке. Количество ингредиентов я, как всегда, напишу в описании. Конечно же, все ингредиенты должны быть холодными. Свеклу очищаю и натираю на крупной терке. Я это делаю в перчатках, чтобы не окрасить пальцы. Выделяющийся сок обязательно оставляю. Огурцы очищаю и также натираю на крупной терке. Желательно подобрать огурцы, в которых нет горечи, и с мелкими семенами. Выделяющийся огуречный сок также пойдет в суп. Мелко нарезаю зелень. Нужно взять небольшой пучок укропа и зеленый лук. Как я уже сказала, заправлять я буду сметаной и минеральной водой. Сметану нужно взять самую жирную и густую, минимум 25%. Воду я беру бутилированную, минеральную, без газа. В основном это природная родниковая вода. В Армении я использую воду Апаран. Из грузинской воды могу посоветовать Саирме без газа. На это количество овощей мне понадобится 1 литр воды. Пол-литра воды я смешиваю со сметаной, постепенно ее добавляя и взбивая венчиком. Остальную воду я добавлю непосредственно в суп. Также суп нужно подкислить. Я это делаю с помощью лимона, но можно взять уксус. Теперь все соединяем. Можно это делать в кастрюле, но мне больше нравится в большой миске. Добавляю свеклу, огурцы и яйца. Теперь добавляю зелень, соль и черный молотый перец. Все перемешиваю и заливаю сметаной с водой и просто оставшуюся воду. Опять все перемешиваю и добавляю лимонный сок от 2 до 4 чайных ложек. Ориентируйтесь на свой вкус. Сейчас суп, конечно, выглядит не очень аппетитно, но после того, как он настоится, он наберет свой цвет. Суп отправляю в холодильник. Ему обязательно нужно дать время настояться. Холодник можно подать с картошкой, как с горячей, так и с холодной. Но сегодня я его подаю просто с черным хлебом. Заодно хочу напомнить, что на канале есть и другие холодные супы. 2 вида армянского спаса, грузинский мацни супе, болгарский таратор и даже суп по рецепту Таганидзе из знаменитого ресторана Казбек. Остальные холодные супы, скорее всего, я выложу уже следующим летом. Посмотрите, какой красивый цвет приобрел холодник. Спасибо вам, что досмотрели до конца, и желаю вам всего хорошего.